Ну, здравствуй, люд Ютуба. Ой. Я думаю, по названию ролика уже понятно, что он будет про Тоби Фокса, поэтому давайте вкратце о том, что он вообще за человек и как он жил. Если быть откровенным, то в целом мало известно о его прошлом. Ну, когда-то был там маленьким, посещал музыкальные уроки, играл на пианино, подбирал на слух осты из игр. Самое интересное начинается в 2013, когда Undertale появляется на Кикстартере и собирает нужную сумму всего за месяц. Сбор средств заканчивается на сумме в $50 000, и выход игры становится просто вопросом времени. В 15-17 годах был пик популярности Undertale. Огромный фандом, комиксы, монтажи, теории, озвучки, моды, фанатские продолжения, чего только не было. Хотя сложно сказать, что игра потеряла свою популярность, даже спустя 10 лет люди все еще находят не что-то новое и продолжают выпускать фан-контент. Через 3 года после релиза Undertale в 2018 на сайте Тоби Фокса выходит демо новой игры – Deltarune. Deltarune является по своей сути гораздо большим проектом. 7 глав, каждый часов на 5 контента, доработанные новые механики, появление полноценной команды разработки. А идея самой игры была даже до выхода Undertale. Когда она вышла в Steam, примерно 2 миллиона пользователей добавили игру в список желаемого. Спустя 1,5 месяца после выхода 3-4 главы и начала продаж в Steam уже продано около 1 миллиона копий. В общем, даже до полноценного релиза игра уже безумно популярна. И за всем этим успехом стоит этот маленький американский мальчик. Так и как он вообще все это сделал и что крутого в его проектах? Начнем издалека. Настолько издалека, что даже не с самого Тоби Фокса. Тэмми Чан – важнейшая человекесса, без которой игры Тоби Фокса были бы абсолютно другие. Потому что сам Тоби рисует примерно вот так. Справедливости ради, в рисовании спрайтов и концептов участвовали и другие люди. Но Тэмми Чан является ведущим художником в игре, так что будем про нее говорить. Вот, кстати, все эти люди. Тоби Фокс и сам нарисовал много спрайтов в игре, тем не менее... Все началось в далеком 1993 году. Тэмми Чан... Про ее биографию в целом мало известно, как и про биографию Тоби. Родилась в Бруклин, Нью-Йорк, училась на 2D-анимацию в каком-то колледже, вкладывала арты на Девианте полжизни. То, как она согласилась сделать игру Тоби Фокса про подземных фуриняшек, история достаточно интересная. Когда я начал работать над Undertale, я буквально написал тебе в личку в Тамблере с просьбой о помощи. Ты согласилась, и я мощно наинфодампил тебе, чтобы мы созвонились по поводу игры в скайпе. Позволь повторить, ты буквально просто согласилась взять и помочь. Мне просто очень-очень-очень-очень-очень повезло. Что ты чувствовала по этому поводу? Я думаю, что это был идеальный момент для нас обоих. Я очень хотела поработать над играми, но ко мне не особо часто обращались за сотрудничеством. Я рассказала друзьям о милом сообщении от тебя, и один из них поделился, что ты вообще-то большая шишечка. В Undertale она делала концепт-арты, ключевые анимации, кат-сцены. От концептов прям воняет потом и кровью, ребята очень старались, важно было создать настроение и стиль игры на таком этапе. Визуал Undertale по своей сути можно назвать простым и отдающим дань японским RPG по типу Earthbound и покемончиков. Это хоть и может показаться простым, нащупать такой стиль порой труднее, чем сделать околореализм, да и в целом сравнивать было бы неправильно и глупо. Хотя на самом деле упрощенными можно назвать только спрайты NPC, которые не усложняются тенями и объемом. А локации и задники прорисовывали сильно подробнее. Ну знаете, прямо как в одной серии игр на М начинается, на Азар заканчивается. Совпадение, не иначе. Много внимания уделили и в принципе дизайну всего происходящего. Какой монстр как выглядит, зачем он так выглядит, почему он так выглядит, какие приколы с этим можно выдумать, что интересного можно сделать. Детали, которые не просто красивые, но имеют смысл. Как идентичная цветовая палитра Флауи и Азриэля, потому что по сути это один и тот же персонаж. Хотя, конечно, какие-то персонажи были сделаны чисто по приколу. В целом, честно, украденный в интернете PDF-артбук листать было занимательно. Работа с цветом, развитие в процессе стиля игры и большая любовь к проекту. Этот отрывок из интервью с Тоби помогает понять, почему такая простота визуала сработала и понравилась. Планировал ли ты сделать Undertale больше, грандиознее, чем он есть сейчас? Нет, в этом и суть. Не планируй больше, чем ты можешь осилить. Это единственный способ довести любое дело до конца. Если вы работаете один или с небольшой командой, сделайте что-то небольшое. Понимая свои силы и грамотно их используя, небольшая команда Undertale сумела сделать конфеточку, у которой и обертка стильная, и вкус приятный.
Над Дельтаруной же трудилась во многом почти такая же команда художников с Тэмми во главе. Визуал подрос, оброс новыми приколами, фишками, в каком-то смысле усложнился. Стало гораздо больше заигрываний с цветом локаций и персонажей. Дизайн и прорисовка фуриняшечек во время боя перестала быть такой упрощенной, и в целом улучшилось все. Блок про код вышел двухминутный, скучный. И нудный. И скучный. И нудный. И скучный. Вырезаю. Тоби Фокс невероятен как композитор. Музыка внесла огромный вклад в успех игры, и это факт. Сразу признаюсь, многое по лейтмотивам из Undertale я узнал из английского видео за авторством Marky Makes. Если хотите во всех подробностях все узнать и дружите с английским, посмотрите это видео, автор старался и видео хорошее. Полным пересказом заниматься не буду, расскажу только о том, что считаю наиболее важным. Самый первый трек, который мы слышим в игре — Once Upon a Time. Тоби Фокс переписывал его несколько раз, пока не достиг нужного результата. Его отголоски появляются еще в 16 треках игры. Например, меню, Home, Undertale, и даже в отеле. Тоби бесконечно любит и использует лейтмотив в своем музыкальном творчестве. Он может быть маленьким и намекающим, как She's Playing Piano, играющий около дома Undyne, и почему-то так похоже на Остальфис. Он может быть очень маленьким и намекающим, как в саундтреке Metal Crusher и... Spooktune? Это сложно заметить, но когда пазл складывается, это сложно не замечать. Будешь внимателен к таким деталям, получится знать гораздо больше о связях персонажей. Он может быть и вполне очевидным, как схожий с треков Папайруса и Санса. Это вызывает не удивление, но приятное чувство целостности. Все эти пересекающиеся мелодии чем-то похожи на нити, связывающие весь подземный мир, делающие его живым, настоящим. Истории и связи не только показываются, но и раскрываются на другом уровне. Помимо музыки непосредственно боссов и персонажей, в игре еще и совершенно прекрасные темы локаций, несущие в себе лейтмотив решимости. Впервые мы услышим в самой первой локации игры, в одноименном треке — «Руины». Вызывающий интерес и любопытство, не показывающий почти никакой угрозы. Ториэль проведет тебя за ручку, а враги легонько хлопнут по щечке в случае неудачи. Дальше мы услышим в локации водопадов, уже гораздо более мистический, но все так же двигающий тебя дальше. В этих же локациях мы его услышим даже в темах Undyne, что в целом имеет смысл. Решимость из нее так и прешь, что аж плавиться начинает. Поняли? Ну ладно, неважно. В локации вулкана Another Medium будет тебя двигать с еще большей силой. Финал с каждой секундой все ближе и решимости полные штаны. Также мы его услышим и в треках концовки пацифистов, в песнях Don't Give Up и Respite. Один из моих любимых примеров лейтмотива в Undertale является саундтреки к босс-файтам Ториэль и Асгора. От начала Heartache чувствуется боль и сомнение Ториэль. Она не хочет этого делать, но знает, что другого выхода нет. И продолжается песня более уверенно. Она не отпустит очередного ребенка на погибель. Там мы и услышим этот лейтмотив. В следующий раз мы услышим этот лейтмотив в самом конце игры. В
в босс-файте со Сгором. Он словно мучает его, напоминает о Ториэль, о сыне и о том, что он их потерял. С Дельтаруной пока что все сложнее, ведь мы все еще ждем 10 лет, пока выйдут все оставшиеся главы. Тем не менее, ярких интересных примеров такого подхода более чем хватает. Тема Ноэль, показанная во второй главе в сценах с ее участием, снова появляется в четвертой, когда душа чистит пыль в вентиляции ее дома. Вполне логично и очевидно, да? Но откуда берется этот лейтмотив в босс-файте с рыцарем? Более интересным примером лейтмотива Дельтаруны является так называемый Freedom лейтмотив, играющий в треках секретных боссов. The World Revolving, Big Shot, Hammer of Justice. Они все очевидно связаны и черными осколками, и своей секретной секретностью, но точно что-то сложно сказать, ждем 10 лет или падаем в бесконечный чан теорий и предположений. Тоби и не стесняется использовать заново мелодии в похожих местах, как, например, Хип-Шоп, играющий в магазине любителя чувачков в первой главе. Играет снова во второй главе, в магазине внутри замка королевы, а потом появляется и в теме зеленой комнаты в третьей главе. Или, например, Рудбастер из первой главы, который превратился в более интересный Рудербастер в третьей. И внезапно появившийся Вейпербастер в файте с Кулером. В общем, даже похожим композициям и мелодиям можно дать новую жизнь при большом желании. Есть и вполне ожидаемые лейтмотивы, завязанные на главном антагонисте каждой главы. Лейтмотив королевы из второй. Советского телевизора из третьей. И так далее. Достойно упоминания часть 3 главы, где вы играете на а-ля Nintendo Entertainment System, ну или Dendy. Помимо визуала, музыкальное сопровождение тоже написано в стилистике игр NES. На этих старых консолях за музыку отвечал звуковой процессор, но из-за ограничений технологии мог проигрывать только 5 звуков одновременно. И чтобы делать из этого что-то интересное, разработчикам того времени приходилось быть оригинальными и стараться чуть сильнее. Это и было взято за основу тем этих уровней. В саундтреках даже есть связи с песнями из Undertale. Мягкий и теплый Home. Вновь появляется We Can Always Come Home. Вызывающее чувство ностальгии, вновь дающий нам понять, что ты в безопасности и что все будет хорошо. Правда же? А вышеупомянутый Hammer of Justice очевидно отсылает на Spear of Justice в начале, и позже имеет мелодию из Battle Against a True Hero.
Это я еще даже не упоминаю в целом уровень музыки за кино и удовольствие, получаемое при прослушивании почти каждого трека внутри игры. Там, где нужен чистейший кайф и драйв, есть чистейший кайф и драйв. Там, где нужно второе, третье и десятое дно, имеется таких штук 19. Там, где нужна мематичность, есть мематичность. Там, где нужен сильный момент. В этой части ролика пройдемся подробнее по отсылкам, сэмплам и вдохновениям. Многое, что я мог бы раскидать и по остальным частям ролика, но этого так много, что проще собрать это тут. Ни для кого не секрет, что Тоби Виабу задрот. Он открыто признается в том, что вдохновлялся многими японскими играми. Во-первых, если вы не заметили, главная механика игры — это Bullet Hell. Летай своим сердечком, уклоняйся от пулек, но при этом Undertale и Deltarune — это не шут'ем-ап. Это JRPG, сюжетная JRPG Bullet Hell. Угу. По сути, Undertale — инновационная игра в плане геймплея. Deltarune подняла эту планку еще выше, улучшив качество и усложнив механики внутри стычек с противниками. Забавно работает то, что если ты в душе не знаешь, что такое Touhou Mother Earthbound, это тебя никаким образом не заденет, и игра будет хорошая и вкусная. А если ты такой же Виабу задрот, то ты будешь писаться кипятком, наблюдая за очередной вещью, которая вызовет в тебе эмоцию на уровне «Ну Тоби Фокс точно взял это из Тохи, я клянусь вам!» Например, босс-файт с Азриэлем в конце руты Пацифиста. Если подшарить, весь персонаж в принципе одна большая отсылка на Сариэля из Тохи, чего я, естественно, не знал до того, как начал писать этот ролик, и это самое крутое. Ты можешь быть абсолютно клюэлес и все равно получать удовольствие от Азриэля и как от босса, и как от персонажа. Естественно, есть куча отсылок и музыкальных. Как, например, в босс-файте с Ультра Мега Флауи на желтом сердечке есть отсылка на так называемый Bad Apple из Тохи. Но есть и более глубокий подход к отсылкам на Тоху, например, представлением персонажей. Исходя из того, что я узнал, персонажи Тохи частенько представляются примерно вот так. Их имя, дизайн, немного фраз, музыкальная тема и особенные пульки, которые будут разминать тебе анус. И хотя в Undertale, естественно, больше сюжета и диалогов, и в целом Тоби Фокс больше использует юмор в своих произведениях, если смотреть на то, как тот же Папайрус появляется в сюжете, нам представляют его дизайн, через диалоги и приколы показывают его характер, мотивацию, показывают его музыкальную тему. И в файте с ним вводят особые пулечки и косточки. Еще и показывают уникальную механику синего сердца. А про пули персонажей Тоби Фокс в целом разогнался, и примеров полно. Напстаблук, ноющий ему призрак, атакует нас слезами. Приведенный выше Папайрус и его брат Санс, атакующие костями. Ну, они же скелеты. Магия огня Асгора и Ториэль, семечки Флауи, паучки-паучихи, капли и солнышки Ланинью и Эль-Нинью, копии Андайн, карточной масти Джевила и прочих обитателей карточного замка. Этого прям много. Так, что там еще было помимо Тохи? Для тех, кто никогда в жизни не хотел быть археологом и не трогал доисторические вещи, а трогал траву, отсылок на Earthbound вообще не меньше. И первая встречает примерно на 30-й секунде игры. Начало отличное, а где следующее? Да вот она, сразу после заставки «Золотые цветы». Потом есть полосатые кофтомайки-футболки, которые носили все главные герои серии Мазер. Рекап всех монстров и NPC, с которыми мы познакомились за время игры в концовке. И в целом, игры похожи в подходе: поговори с каждым, послушай ту чушь, которую они тебе скажут, поделись в пошаговых драках, похихикай, а потом на нахуй! Смешная нарезка детей под музыку. Этот список можно продолжать не бесконечно, но очень долго. И главная особенность этих отсылок — это то, что они сделаны не просто ради «Вау, это же отсылка на Earthbound!» Темы, настроение, посыл, подход — это все переплетается и сплетается и отображается в его личном творчестве. Посмотрим, что мы поняли про Тоби Фокса. Средний художник, слабенький программист, отличный композитор, имеет под своими ногами Тэмми и фундамент в виде любви к японским и не только играм. Так все-таки он гений или как? Почему его игры так популярны? Явно же не из-за того, что он очень сильно любит Тоху и пишет хорошую музыку. Так из-за чего? Тоби Фокс не просто любит игры. Тоби Фокс уважает игры. Уважает их наследие, влияние, впечатление от этих игр. Он уважает свои игры и своих игроков. И пусть не программист, но пытался и исправлял. И пусть не гениально рисовал, но безостановочно придумывал идеи и образы.
Спасибо, что ответил на все вопросы, но, похоже, время подходит к концу. Есть какое-нибудь прощальное наставление? Если есть что-то, что хочется сделать, нужно начинать сейчас и не бояться. Неважно, сколько вам лет. Если вы начнете сейчас, в процессе у вас наберется ряд неплохих идей, а также очки опыта. Ой, это же серьезная часть. Когда речь заходит о разработке, музыке, рисовании, в сети очень много бесплатных инструментов. Так что, пожалуйста, погуглите там на досуге или еще что. Неважно как. Сделайте это. Короче, сценарий был у этого ролика написан, и озвучен он был еще практически год назад. И с того момента я жестко полгода ни хера не делал. Делайте выводы, слушайте Тоби Фокса, творите бесплатные инструменты. Я вот скачал премьеру с рутрекера, Audacity бесплатный. Микрофон я у друзей украл. Монтировал плохо, но вроде вышло что-то прикольное. Кидаю, так сказать, респект жесткий своей подружке Алена. Жесткий респект. Она мне помогала со всем остальным. И еще после этого с тем, что осталось. Ну, еще можете там, типа, зайти вот это вот в описание, там вот это ссылочки, вот это там, вот это ссылочка там Алена, там ссылочки там какие-то мои ссылочки. Что-нибудь я, наверное, сделаю, там, типа, вот это вот, что сейчас модно. ТГ-канал, донаты, ссылка на мой личный адрес, приезжайте в гости. Вероника, что мне еще смешного записать в конце самого? Не знаю. Сейчас я придумал.